Милые раки, здравствуйте! Давно нам с вами пришло время уже погадать на май, правда? Май для каждого будет свой, но есть нечто, что нас объединяет. Это весьма спорный астрологический фон месяца. С одной стороны, ретроградный Меркурий с 10 мая будет нам очень закрывать новые дороги. А с другой стороны, коридор затмений продолжается до 16 мая. Начинается он 30 апреля, 2 недели, как ему и положено, от новолуния до полнолуния длится, от солнечного затмения до лунного. И вот это вот время с самого начала мая до середины, до 16 числа, это время некой перезагрузки Вселенной, ну так считается. И это время перезагружает наши жизни. Открываются порталы, открываются возможности. И вот этот коридор затмений, напротив, все новое как-то приглашает. Как соединить, как усмирить, что ли, или примирить в жизни вот эти вот две силы, одинаковые, но разнонаправленные, я пока не знаю. Я предполагаю, что май просто поменяет очень много планов. Всем, и ракам тоже. То, во что вы не верите, вдруг случится, получится как по волшебству. А то, в чем вы уверены, наверняка, а вот этого как раз и не будет. Ну, почему-то отменится, почему-то не состоится. И май, вот этот вот нынешний май, лишний раз всем нам напомнит о том, что человек только предполагает, а располагает кто-то там наверху. Поэтому лучше, наверное, дабы избежать наперед разочарований, философски отнестись к собственным, надеждам и чаяниям. 3 карты раку на работу. Что ждет вас на работе? Нынешний, будущий. 1, 2, 3. В категории работа раку достается 3 пятерки. Я правильно вижу, да? Я не ошибаюсь? 3 пятерки. 5 мечей, 5 жезлов и 5 кубков. Это неплохой набор. Во-первых, есть уже какой-то фартит, потому что 3 карты одного достоинства. Это уже говорит о том, что что-то сходится какой-то пазл, что-то оказывается в нужном месте, в нужное время. 5 мечей в основном спешит с предупреждением к раку ни с кем не ссориться, не затевать войны. Многие люди покажут себя на работе, рядом с вами, не с лучшей стороны. То есть хотите вы того или нет, придется ссориться, переживать такие вот неприятные моменты. Вас как будто бы в чем-то обвиняют, критикуют, предъявляют претензии, вы ощущаете себя недооцененными или выставленными за дверь. Но все это можно простить и пережить. Главное, чтобы вы сами так себя не вели. Вот 5 мечей – это, по сути, и есть такой совет. Ничего не делите, ни с кем, напрасно не ссорьтесь, вернее, вообще ни с кем не ссорьтесь, потому что это наверняка будет напрасно. 5 жезлов. Вот, кстати, это очень плохо, что они вместе. При том, что они могут быть умеренно дурными, и можно их как-то избежать и обойти по отдельности. Вот 5 мечей, 5 жезлов. Но, кстати, таро котиков у меня, таро кошачий глаз. Посмотрите, какие картиночки. На каждой карте коты. И вот потому, что они делают и как выглядят, можно тоже делать вывод, что карта обещает. Да, по отдельности как-то есть советы, как их избежать. Но когда они вместе сходятся, по сути, колода говорит, что вопрошающий этого не избежит. То есть неизбежный спор, неизбежный конфликт. Будьте готовы, по крайней мере, не усугубляйте. 5 жезлов обозначает конкуренцию, честную, а вот 5 мечей нечестную. А что получается, когда они сходятся вместе? Это же какая-то гремучая смесь просто, да? Отстаивайте свои права, но ровно там, где это имеет смысл, где это чего-то стоит. А 5 кубков описывает всего лишь в результате происходящего
сильную разочарованность или даже депрессию для вас, но она быстро пройдет, даже если вы ничего с ней не будете делать. Карты не трагические, даже не драматические, но они просто пустые. К сожалению, это много пустых разговоров и, конечно, никакой профессиональной реализации. Если вы сейчас ищете новое место, новую работу, вполне можете ее найти, но будет она вот такая вот. Пока не с очень доброжелательным коллективом, работа очень конкурентная и разочаровывающая. Ну, если справитесь и переживете как-то первое время, то вполне возможно, что потом все изменится, поменяется. Но явно работа, профессия, бизнес – это не место для подвигов и для большой удачи в этом мае. А теперь деньги. А насколько все лучше с деньгами? Раз, два и три. Про деньги вам расскажут шестерка жезлов, победительная, триумфальная, семерка пентаклей, ждущая, и король кубков, очень-очень доброжелательный. Ну что ж, да, действительно здесь картина намного лучше. Шестерку жезлов считают картой хорошей для всего. И деньги не исключение. Она обозначает победу и какой-то видимый триумф. Вот вы в чем-то других обойдете. А может, кстати, поэтому и будете со всеми ссориться, потому что кто-то не смирится на работе с вашей победой. Вам поднимут зарплату, например, да, это триумфально. Об этом все узнают, весь офис, весь отдел. И кто-то будет злиться, поэтому и такая напряженная обстановка в коллективе складывается. Шестерка жезлов – это безусловная победа. Победа вас ждет в денежном деле. А уж какое вы запланировали денежное дело, это, конечно, вам виднее. Продать или купить что-то получится достаточно быстро и, так знаете, ловко. Шестерка жезлов – это описывает тот случай, когда вы прям бьете себя вот так вот в грудь и говорите: это я придумала, это у меня так ловко получилось, там, выгоду какую-то вот такую извлечь или заработать как-то быстро и хорошо. А семерка пентаклей, однако, описывает мысли, что могло бы быть и больше. Посмотрите, вы, безусловно, гордитесь собой. Вот. А семерка пентаклей, немножко заставляет ждать. Она говорит, что сейчас, безусловно, хорошо, однако все лучше или самые крупные прибыли, барыши, вы все равно видите в будущем, через время, не в этом месяце. Король кубков, придворная фигурная карта, обозначает она у нас здесь человека. Посмотрите, какой замечательный кот. Хотите такого кота? И обозначает человека очень-очень доброжелательно настроенного к вам и к вашим деньгам, имеющего отношения. Король кубков – это поддержка, это добрые слова, это, возможно, какие-то предложения для вас в данном случае, денежные предложения о каких-то денежных проектах. Однако не слишком ему верьте. Человек-то он хороший, но часто не знает, что обещает, часто не знает, что говорит. Считается, что вот эти вот персоны, которые покупкам к нам являются, они такие, с ними очень приятно говорить, их очень интересно слушать, им можно пожаловаться, и с ними можно поговорить, и они все поймут. Но однако это люди без ресурсов, это люди, которые, в принципе, я избегаю слова «ненадежные», это люди, которые не могут помочь, даже когда они хотят. Но все равно какое-то, знаете, вот такое эмоциональное присутствие человека, скажем, большого такого здесь есть. Это не самые лучшие, не самые крупные денежные карты, но в то же время нет, наверное, особых потерь и нет предупреждений для вас, там что-то бояться денежных вопросов, нет обманов, ссор на тему денег. Это по нынешним временам уже много и хорошо, да? Теперь любовь.
Все цветет вокруг. Вот, к сожалению, по-моему, у меня не видно. Но у меня на самом деле весь сад в цвету. Яблони и груши, какие-то неведомые мне еще деревья цветут. Раз. Про любовь гадаем. 2 и 3. В мае просто грех не влюбиться. Просто невозможно не влюбиться в мае. Сам Бог велел. А про любовь, вот видите, вот чуть-чуть бы немножко масть бы нам местами поменять карты, да, вот так вот. Потому что про любовь вам неожиданно рассказывают денежные карты. Паж пентаклей, вестник монет, король пентаклей, уверенность в финансовом будущем и 5 пентаклей. Но неплохо, я вам так скажу, что 5 пентаклей, давайте с нее начнем, считается, конечно, картой плохой для денег. Эта карта описывает денежный дефицит, явную нехватку. Но она считается очень хорошей для любви, потому что именно по ней, как вы думаете, что? И ретроградный Меркурий вам тут в помощь. Правильно, возвращаются старые или прошлые, забытые или прерванные отношения. Именно под 5 пентаклей любящие люди, любящие сердца понимают, что не могут друг без друга обходиться, что они нужны друг другу больше, чем воздух. Поэтому воссоединяются, поэтому снова друг другу пишут и звонят. Это очень хорошая новость для тех, кто не хочет нового знакомства, например, а хочет возвращения старого, там, бывшего. По этой карте возвращается еще и утраченное доверие. Может быть, не всегда по лучшему поводу, но как-то возвращается. А вот паж и король пентаклей, вы знаете, вдруг меня осенила вот такая мысль. А ведь это же фигурные карты в первую очередь. Паж пентаклей – это вам предлагается где-то рядом с вами практичный молодой человек, а король такой же практичный, но человек постарше. 2 фигурные карты здесь. Можно предположить, что у женщин раков будет по 2 жениха, например. Один молодой, другой постарше. Но они друг друга стоят, они, понимаете, они похожи, они в каком-то смысле одной масти. Что это значит одной масти? Вот здесь вот 2. Это значит, что они как будто бы в одном месте или чем-то связаны между собой. Ну, то есть это один коллега ваш на работе и другой коллега на работе. Один знакомый из интернета и другой знакомый из интернета. Паж пентаклей – это часто молодой человек, принадлежащий масти пентаклей, то есть земной стихии. Телец, дева или Козерог. Из вышеперечисленных вам категорически не подходят только козероги, остальные подходят. И король пентаклей – это тоже мужчина тех же знаков, той же стихии, практичный. В целом же в таком наборе карты, я понимаю, что сердце ваше жаждет любви, романтики, прогулок под луной, но здесь карты говорят совсем про другое. В мае вы можете рассчитывать на помощь, поддержку и верность вашего любимого человека. Понимаете? Вот такое обилие пентаклей – это просто верность и надежность как таковые. Это воплощение верности. У многих любовные отношения просто станут более серьезными. Ваш молодой человек, прежде романтический пылкий герой, вдруг неожиданно становится добытчиком и кормильцем. Может быть, это не так весело и интересно, но это тоже надо. В общем, вы оказываетесь в мае в окружении надежных, верных, да, и богатых мужчин. А главное, можете даже выбирать. Похоже, что их несколько. Один новый, например, появился. Ну и под это дело подтянулся старый. Обычно так и бывает. Судьба любит пошутить.
Теперь ваши семейные и домашние дела. Раз, два, три. Про семью, квартиру, дом, родственников, недвижимость ракам расскажут. 9 кубков, изобильная. Рыцарь пентаклей, денежный. И карта смерть, которая обозначает перемену. Конец одного периода и, соответственно, начало другого. Обо всем по порядку будем говорить. 9 кубков, карта изобилия и карта застолий даже. Видите, здесь на иллюстрации, в общем-то, застолье и изображено у котика. Вот, ну что, если не застолье здесь, да? Пир. То есть в семейной, в домашней жизни приветствуйте какие-то пиры, буквально праздники. Вам придется накрывать на стол, вам придется ходить в гости, вам придется приглашать родственников и, в общем, наслаждаться жизнью и веселиться. 9 кубков – это карта какого-то очень-очень простого, безмятежного и, ну, в общем, знаете, бытового счастья. Бытового счастья. Когда все понятно, когда все всех любят, когда всего на всех хватает. Здесь нет, может быть, какого-то исключительного успеха, но здесь есть вот это вот осознание того, что жизнь удалась. Рыцарь пентаклей снова нас немножко разворачивает к финансовым вопросам. Рыцарь пентаклей – это хорошее для денег событие. Это некое событие, ощутимое вот в вашем семейном бюджете. Большая покупка какая-то для дома, прибыли, свободные деньги, на которые вы можете улучшать быт или жилищные условия. А еще, конечно, рыцарь пентаклей – это тоже практичный человек, который помогает что-то обустраивать для вас, ну, помогает вам лучше или комфортнее жить. Мужчина достаточно молодой по месту жительства. Кстати, забыла сразу сказать, 9 кубков имеет отношение и к любви, к романтической любви. Она тоже не самую сложную сторону этого действия затрагивает. По 9 кубков происходят, знаете, такие встречи, свидания, может быть, без особых обязательств, но весьма чувственные. То есть, вот посмотрите, и это как-то связано с вашим домом, с местом жительства. Достаточно молодой, практичный и активный, рыцари активные герои, человек очень украшает вашу жизнь, ваш быт. Ну, вот какую-то чувственную часть вашей жизни. И в этом контексте очень хороша здесь карта смерти, потому что она обозначает какие-то естественные перемены. Таким образом, за счет появления нового человека, причастности нового человека к вашей семье или к вашим семейным делам, у вас очень сильно меняется жизнь. Ну, как? Вот девушка, например, одна жила, не особо жизни радовалась. А тут, видите, мы видели обилие вот этих вот героев масти пентаклей, земных каких-то или приземленных людей у вас в теме любовь. Похоже, что один из них приземлится где-то в вашей квартире. Может быть, вы в его. Картам это безразлично. Здесь речь просто идет об общем доме. И таким образом, вот за счет появления нового человека и нового счастья у вас очень-очень сильно меняется жизнь. Я бы сказала, что с картой смерть в этом сегменте возможен и переезд. Но я не буду настаивать. Здесь нет пока речи, по-моему, вот про дорогу непосредственно для вас. Но перемены очень-очень даже возможны. И они вот именно в том, что появляется новый человек. Новый друг семьи, в конце концов, может быть. А может быть, родственник какой-то приедет к вам навеки поселиться. Ну, в любом случае, это безопасно и весело. И вот эти вот слова «безопасно» и «весело» я бы распространила на весь расклад для рака. Вот такой ваш май. Если вам что-то не понравилось, если вам кажется, ах, тузов нету, там нет особых каких-то шансов, возможностей,
Посмотрите гадание для ваших соседей по зодиаку. Я вас уверяю, после этого вы скажете картам спасибо и высшим силам. Потому что на данный момент вам выпали в рейтинге лучшие карты. Значительно лучше, чем тем, кто прежде вас, тем, кто раньше вас. Ну и одну карту в качестве совета я достану из колоды Ленорман. Одну карту — это совершенно другая предсказательная система Ленорман. Совершенно другие карты, они как бы и для другого, для других целей. Раз. Я обещала одну карту. Зачем я говорю раз? Вам выпадает карта крысы. И вот посмотрите, вдруг нечто новое, нечто, о чем мы еще не догадывались, ни о чем мы не слышали. Неожиданно, потому что нет таких предупреждений. Карта крысы, значение ее описания варьируется от умеренно плохого до крайне отвратительного. Крысы это некое хищничество по отношению к вам. А почему? Мне же все понятно. Посмотрите, крысы. Вам же это выпало в самой первой теме, когда мы спрашивали про работу. Вот они, 3 пятерки. Помните, я говорила, 5 мечей с 5 жезлов. Это бессмысленные ссоры, споры, это зависть коллег, это какие-то сплетни про вас. Хотя сплетни бы ладно, это хотя бы вы не слышите, да? А тут что-то такое, с чем вам приходится сталкиваться вот как-то напрямую. Да, поэтому эта карта продолжает, конечно, тему работы для вас. Будьте готовы к недобрым взглядам, к недобрым словам. Может быть, кто-то на вас, ну это уж я какой-то крайний случай беру, напишет жалобу начальству, наябедничает начальству. В самом худшем проявлении по крысам вас могут как-то обобрать, обокрасть. Но вот таких денежных рисков я как раз не вижу. Обмана именно денежного. Но вас могут очень обокрасть по эмоциям. Как известно, раки за счет наивности своей, за счет открытости очень-очень легкая добыча. Вы такие желанные доноры для любого, кто хочет поживиться чужими эмоциями. Ну, от крыс, с крысами, кстати, это противненькая карта, но с крысами, знаете, можно и нужно бороться, исключать нежелательные контакты, побольше, наверное, чего-то про себя скрывать, не откровенничать с малознакомыми людьми, да и с сильно знакомыми тоже. Ну что ж, а я желаю вам успешного, благополучного мая, много любви, много здоровья, денег побольше, и увидимся.